So, what's the green stuff? It's wasabi. It's like mustard. Gives it a real kick. Ooh, I love mustard. Nanny Fine, you've got to help me. You have to get Maxwell to ask me back. Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с васаби. Зеленая паста, с которой вы едите суши, на самом деле не является васаби. Можете проверить ингредиенты на упаковке, где вы увидите смесь подсластителя хрена и, возможно, небольшой процент настоящего васаби. Дело в том, что настоящий васаби трудно найти, а стоить он может от $250 за килограмм. Так чем же на самом деле является васаби и почему оно стоит так дорого? Васаби, или ефтрема японская, вид многолетних травянистых растений рода ефтрема. Растение известно как японский хрен, но в действительности хреном не является, хотя и родственно ему. По вкусу похож на острую горчицу или хрен, а не на перец чили, поскольку она больше стимулирует нос, чем язык. Васаби – светло-зеленое растение семейства крестоцветных. Это означает, что оно относится ко многим дешевым и легкодоступным растениям, таким как хрен, капуста или брокколи. Но в отличие от них, это растение невероятно дорогое. Килограмм свежего васаби обойдется вам в 25 раз дороже, чем столько же свежего хрена. Основная причина такой огромной цены связана с процессом выращивания васаби. Труднее всего выращивать растения в коммерческих целях. Единственное место в мире, где васаби растет в естественных условиях, находится вблизи японских горных ручьев, где созданы очень специфические условия, необходимые для произрастания этого привередливого растения. Васаби является одной из самых широко известных приправ. Его вкус все чаще встречается в закусках из-за его пикантности. Его также используют в суши, смешивая с соевым соусом. Существует большая разница между обработанным васаби, который можно найти в некоторых ресторанах, и свежим васаби, который традиционно измельчают на терке из акульей кожи и собирают. Это совершенно другие цвет и запах, текстура и вкус. Чтобы ответить на вопрос, почему свежий васаби стоит так дорого, следует посмотреть, как выращивают это растение на фермах. Одна из таких ферм находится в префектуре Нагано, на расстоянии 250 километров от Токио. Эта префектура является ведущим сельскохозяйственным районом Японии, где выращивают самые известные овощи. Здесь находится ферма Дайо Васаби, крупнейшее предприятие Японии по выращиванию васаби. Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит ферма васаби, то она перед вами. Васаби на самом деле очень нежное растение, и растет оно в очень специфических условиях. Его выращивают не в поле, а буквально на грядке, находящейся в реке. Для роста растению требуется проточная прохладная родниковая вода и тень. Растению нравятся тенистые места, каменистая почва и гравий. Васаби может переносить круглый год температуру только в пределах от 8 до 20 градусов по Цельсию. Слишком высокая влажность, а также неподходящие минералы могут вызвать проблемы для растения. Кроме того, растение восприимчиво к вредителям и болезням. Холмистая местность – наиболее подходящее место, поскольку обеспечивает достаточное количество тени. Вода свободно течет через каждый куст васаби. Камни удерживают корни растения на месте. Эта горная вода достаточно чистая, чтобы ее можно было пить. Кроме того, что вода должна быть чистой, ее температура в течение года должна быть неизменной около 13 градусов Цельсия. Такие ручьи в Нагано делают это место идеальным для выращивания васаби. Эта вода поступает из заснеженных гор, окружающих японских Альп. Весной, когда снег тает, вода приносит с собой множество минералов, которые так необходимы васаби. Это азот, фосфорная кислота и калий. Ферма охватывает всю реку, которая, плавно извиваясь, движется вниз по холму. Растение васаби находится под легким навесом. В
течение года васаби снова и снова отращивает листья по мере своего развития. Уход за полями васаби – это трудоемкая работа. В сильный дождь камни могут падать вниз по течению и блокировать водный поток. Здесь недостаточно места, чтобы использовать технику, поэтому камни приходится перемещать вручную. Как уже сказано, васаби получает все полезные вещества из воды, а чтобы вода стекала не слишком быстро, склон должен быть пологим. Если склон будет слишком крутым, то высокие растения не получают достаточно воды, и они засыхают. Однако, если место произрастания васаби почти плоское, то вода начинает застаиваться. Ее температура повышается, и растения начинают страдать от этого. Идеальным будет наклон в 5-6 градусов. Вода играет также еще одну существенную роль. Чтобы остановить рост сорняков, васаби выделяет сильное биохимическое вещество. Одновременно убивая сорняки, оно не позволяет очень сильно разрастаться растению. Как же выглядит васаби? Так оно выглядит, и иногда его называют японским хреном. Хотя это другой вид растения. Спрашивается, это корень? Нет. Фактически васаби является стеблем, так как он все время погружен в воду. Обычно на его выращивание уходит более года, что делает его дорогим. Если посмотреть на выпуклости стебля, где когда-то росли листья, то большие расстояния между ними свидетельствуют о том, что растение развивалось слишком быстро, а это приводит к более слабому вкусу стебля. Чем ближе выпуклости друг к другу, тем крепче вкус васаби. Другие части васаби также можно есть. В них присутствует кое-что из того, что есть в стебле васаби. Например, цветы васаби обжаривают во фритюре для приготовления темпуры. Одной из категорий блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Васаби – идеальная приправа к суше. Она спрятана в рисе или может подаваться отдельно. Смешайте приправу с соевым соусом и наслаждайтесь. При этом постарайтесь не потерять рис. Вкус васаби можно обнаружить в некоторых закусках. Его часто продают в виде порошка или в тюбиках в качестве ароматной приправы. Пришло время отведать суши. Эта девушка еще не уверена, любит ли она васаби. А ее мама добавляет васаби слишком много. Васаби также подают соба, национальным японским блюдом в виде длинной коричнево-серой лапши из гречневой муки. Приправа придает бодрящую свежесть, которая оживляет блюдо. Еще один способ использования васаби – очистить стебель, а затем измельчить его. Он придает прекрасный аромат бульонам. В Японии даже есть васаби киткатс. Его вкус чем-то похож на васаби, хотя это скорее просто намек на васаби, который определенно стоит попробовать. Теперь давайте возьмем немного натурального васаби с грядки. Хозяин Гакита-сан показывает хорошее место, где растение васаби готово к его вытаскиванию. Корни у этого растения ослаблены, поэтому оно легко выдергивается из почвы. В реке нужно смыть землю, после чего обнажается маленький корень, который защищает стебель. Чтобы добраться до ценного стебля васаби, нужно оторвать корни и листья. Его можно увидеть в середине куста. Стебель васаби – это лишь только часть целого растения. Теперь, наконец, его можно увидеть. Вот так растение выглядит в натуральном виде. Именно в таком виде эта часть растения продается в магазинах. Если срезать верхушку, то воздух сразу наполнится ароматом васаби. Традиционно васаби натирают на терке из акульей шкуры с тонкой прочной поверхностью под названием оришики. Следует очень сильно надавить на стебель, чтобы получить свежую приправу. Эта мятно-зеленая паста имеет крепкий, жгучий, пикантный вкус, но такой эффект происходит только тогда, когда при помощи терки разрушаются клетки васаби. Тепло не появится, пока не будут разрушены клетки синагрина, компонента, входящего в состав васаби.
Разрушение этого вещества и создает эффект жжения носовых пазух. Уже через 15 минут после натирания васаби начинает терять свой вкус. Вот почему в суши его кладут в рис под рыбу. В свежем виде пары васаби всегда будут сильно бить в нос, когда стебель только разрезается. Поэтому повара называют васаби слезами, потому что эта приправа сильно бьет по носовым пазухам и заставляет глаза слезиться. Почему же васаби стоит так дорого в супермаркетах Японии? Дело в том, что никто на самом деле не знает, насколько большим будет стебель васаби, пока его не вытащат из земли. Нормальный стебель васаби созревает от 12 до 18 месяцев. Большинство стеблей васаби маленькие, но время от времени можно найти большие васаби. Это как найти бриллиант. Крупный васаби может стоить в Токио до 10 тысяч йен. Это около 3800 рублей. А так выглядит мягкое мороженое с васаби. На самом деле из васаби можно сделать много чего, как это мороженое, похожее на свежие сливки с овощами. Васаби можно встретить и в других десертах, где приправа придает освежающее ощущение и на самом деле усиливает сладость. А если этого мало, то можно попробовать сок васаби. Для тех, кому нужно что-то покрепче, следует попробовать пиво васаби. Оно средней крепости, зеленое и насыщенное витамином С. Это пиво отлично сочетается с крокетным сэндвичем с васаби, украшенного листьями васаби. Такую еду любят сельские жители. Есть вино с васаби и заправка для салата с васаби и различное мороженое. Есть даже медведь васаби и многое другое. Ассортимент потрясающий. Васаби – идеальное дополнение к сырой рыбе. Эта приправа стала незаменимым элементом японской кухни. Этот шеф-повар покажет нам, как натереть васаби. Сначала нужно удалить всю грязь. Каждая шишка содержит большое количество ароматического вещества, поэтому важно удалить только внешний слой, а не саму шишку. Теперь удаляем верхнюю часть растения. Обрезка начинается с этого конца растения, потому что другой конец слишком горький. И хотя терки из акулей кожи высоко ценятся, металлические терки распространены тоже очень широко. Здесь имеет значение мелкая текстура терки для приготовления качественной приправы. При натирании не следует нажимать слишком сильно, достаточно легкого прикосновения и круговых движений. Постепенно васаби начнет издавать бодрящий аромат. В результате должна получиться кремообразная паста красивого бледно-зеленого цвета с резким ароматом свежего васаби. В таком качестве паста будет сохранять свои свойства только 30 минут, после этого вкус исчезает. Поэтому васаби следует натирать непосредственно перед подачей к блюду. Идеальное количество васаби варьирует в зависимости от состава блюда. Например, жирность тунца следует сбалансировать, добавив немного больше васаби, чем обычно. Для свежих кальмаров или белой рыбы лучше использовать меньшее количество васаби, так как в белой рыбе меньше жира, а васаби имеет свойство терять свою привлекательность. При употреблении в пищу сырой рыбы следует нанести васаби непосредственно на продукт, после чего окунуть его в соевый соус, хотя смешивание васаби с соусом на самом деле ухудшает вкус. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!